Привет! В этом видео я расскажу о бане, ее истории и как она влияет на здоровье спортсмена и вообще любого человека. На Руси баня существовала всегда. Если верить византийскому историку Прокопию Кесарийскому, который еще в 500-х годах писал, что древних славян культура омовения сопровождает на протяжении всей жизни. Пока в Европе люди массово гибли от чумы и других болезней, связанных с дизентерией, то Русь вся эта зараза обошла стороной, благодаря тому, что люди там ходили в баню. В то же время иностранцы удивлялись бане. Один иностранец писал свои впечатления об увиденном. Крепкие мужики в помещении, где очень жарко, бьют себя ветвями деревьев, и им от этого хорошо. Давайте немного углубимся в историю и традиции русской бани. Согласно древним писаниям, баня являла собой деревянное строение с очагом, на раскаленные камни которого время от времени лили воду, которая превращалась в пар. Согласно народным поверьям, хранителем бани и ее душой является банник, некий дух, покрытый листьями от веника. Славяне банника время от времени задабривали, угощая его хлебом и солью, что говорит об уважительном отношении славян к самой бане и ее, так сказать, сущности, которую буквально боготворили. Мне, кстати, удалось заснять на камеру то самое существо, которое обитает в бане и спит на вениках, пока никто не видит. В конце видео я покажу тебе это существо, поэтому досмотри видео до конца. Баня была не просто местом, где можно было очистить свое тело от грязи и принять гигиенические процедуры, но и неким лечебно-профилактическим учреждением, где люди древней врачебной специальности любого больного могли поставить на ноги. Баня сопровождала каждого русского человека от рождения до смерти. Ни в одной другой культуре мира она не получила такого распространения, как на Руси, где ее посещение было возведено в обязательный культ и должно было происходить регулярно. Терапевтический эффект этой приятной процедуры сравним с сильнейшим воздействием на весь организм человека, когда каждая клетка организма получает невообразимый заряд энергии, заставляющий ее работать по-новому, тем самым улучшая естественные процессы регенерации и самообновления. От чередования высоких температур с холодом, когда после посещения бани принято прыгать в снег, прорубь, в реку или просто обдавать себя ледяной водой, это самый лучший способ закаливания и укрепления иммунитета. Иностранцы, посещавшие Русь, с удивлением отмечали привычку русского народа очень часто и подолгу мыться, чего не встречали ни у себя на родине, ни в других странах. На самом деле, как правило, мылись раз в неделю, по субботам. Но для иностранцев, которые почти никогда не мылись, это казалось очень часто. Еще при Петре I русские солдаты наводили ужас на тех же французов и голландцев, парились в возведенной на скорую руку бане, а затем прыгали в ледяную воду, несмотря на сильный на улице мороз. Согласно мнению многих исследователей культуры и быта русского народа, секрет русской бани прост. Она очищает и оздоровляет одновременно. Для спортсменов, как и, впрочем, для любого человека, баня – это сокровище. Поход в баню способствует быстрому восстановлению физической работоспособности, помогает сгонять вес, служит для профилактики простудных заболеваний. Под ее влиянием происходит значительное улучшение в сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечных системах. Улучшается микроциркуляция, обмен веществ, перераспределение крови, ускоряются окислительно-восстанавливающие процессы. Усиливается потоотделение и выведение с потом продуктов метаболизма, выведение шлаков, улучшению функций кожи, тренировки сосудов и стимуляции защитных механизмов. И это только небольшая часть целебных свойств бани. Привет тебе прямиком из бани. Я хожу в баню где-то лет с 4, если не раньше. Мои деды, прадеды, прапрадеды, все они ходили в баню. А зимой у нас всегда была такая традиция выбежать на улицу с бани, после того, как хорошенько попарились, и прыгнуть в сугроб. Растереться хорошенько снегом и вернуться в баню и дальше продолжить париться. Ни с чем не сравнимые ощущения, это нужно испытать на себе. Когда снега нету, например, летом, мой прадед всегда набирал с креницы холодную воду, ведро холодной воды, выходил из бани, обливал себя хорошенько и, вернувшись в баню, продолжал париться. Так как я хожу в баню с самого младенчества, то для меня это всегда был способ просто помыться. И я даже не задумывался о том, насколько это полезно и насколько это важно посещать баню.
Что ж, надеюсь, видео получилось полезным. Если это так, тогда подписывайся, если ты еще не подписался. Поддержи меня лайком. И пиши в комментариях, стоит ли делать вторую часть о бане. Пока! Зашел я, короче, в баню. Смотрю, вмятина в вениках. Вот он, вот тот самый банник.